Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Алексей Наумов на связи прямо сейчас. Алексей, приветствую вас. Да, добрый день. Здравствуйте, всем привет. Алексей, начнем мы наш разговор с ситуацией в Америке, с событий в Америке. Конечно, обсудим перспективы вот этой эскалации мощной, которая сейчас развивается в российско-украинской войне. Но все-таки, да, вот здесь очень важные есть военно-политические и чисто политические определенные причины, да, происходящего, которые нужно разобрать. Но все-таки Америка, она прям удивила. В конце прошлой недели горшки побили Маск и Трамп. Ну как побили? Вроде как побили. Ну, отец Маска, у которого сложного отношения с Маском, приехал в Москву на симпозиум, выставку, форум, сфотографировался на фоне Кремля, сказал, что ой-ой-ой, не надо ссориться Трампу и Маску, это, мол, плохо. И вообще общественное мнение, одни, конечно, поддержали Маска, другие Трампа, но много народу поддержали конкретно, вот, ну, в общем, давайте жить дружно, такой кот Леопольд, да, глубинное государство кота Леопольда. Давайте не ссориться, ведь все-таки вы дополняете друг друга. Ну и, в принципе, этот скандал, кажется, ушел на нет. Пост про Эпштейна Маск удаляет, и, собственно, да, вот эти отношения, ну и потом публикует такой материал, ну, такую, как бы, да, такую штуку, вроде как вы еще узнаете, что это все неожиданно чем закончится, как бы намекает Маск на том, что чуть ли не рукотворный этот скандал может быть, да, как бы немножечко разжигая пожар конспирологии. Но вроде как это все пошумели, но Лос-Анджелес как вызов для Дональда Трампа и его администрации. Лос-Анджелес, кстати, Маска и Трампа косвенно помирил, потому что тот репостит Венса, Трампа. В общем, надо сохранить Америку. Что происходит и кто за этим стоит? Вот почему-то кажется, на первый взгляд, что это какие-то все равно звенья одной цепи вот этого противодействия Трампу, который, по сути, в Лос-Анджелесе исполняет свои предвыборные обещания. Да, безусловно, для Дональда Трампа поле битвы в Лос-Анджелесе очень удобно. Он буквально сражается с демократическим губернатором, сражается по тому вопросу, который во многом принес ему победу на выборах. И действительно, когда вы видите кадры, как нелегальные мигранты с флагами других государств жгут американские полицейские машины, ну, мне кажется, даже у самого либерального либерала возникают вопросы. А если вы патриоты других государств и находитесь в США незаконно, то, может быть, как бы вам стоит переосмыслить свои жизненные приоритеты. Поэтому, безусловно, Дональд Трамп с удовольствием бьется с Гэвином Ньюсомом по этому вопросу. Он буквально зарабатывает себе политические очки, по сути, ничего не теряя взамен. Потому что буквально битва с нелегалами под флагами других государств – это довольно красивая, мощная такая электоральная картинка для Дональда Трампа. Что касается вашего вопроса про ссору Илона Маска и Дональда Трампа, как раз-таки, понимаете, эта ссора потому и выглядит такой странной, что это не какой-то глубинный, очень хорошо спланированный конфликт, который нужен для того, чтобы, там, не знаю, разогнать цены на акции или снизить цены на акции, или что-то сделать. Это действительно конфликт двух довольно эмоциональных людей, которые воспринимают в целом политику и такие важные политические вопросы как арену для личных отношений. Илон Маск, по выражению своего биографа, одного из своих биографов, это самый взрослый 12-летний мальчишка. Понимаете, это действительно человек, который... Ну, смотрите, он с фингалом приходит в Белый дом. Он прыгает на сцене во время предвыборного митинга. Когда была инаугурация, он говорит там: ребят, да я буду работать до... Там была фраза I'll be working my ass off for you. Если перевести ее как-то довольно литературно на русский язык, то буду работать до потери пульса для вас, ребятки, буквально. И Зигу кидал даже, помните? Ну, в общем, то есть многое, что у него было. Это действительно человек, который довольно эмоционален, довольно импульсивен. Многие склонны здесь проводить какие-то ниточки к употреблению наркотических веществ, но это не так важно. Илон Маск всегда таким был. И, соответственно, мы видим, что у них возникли разногласия. Илон Маск – это человек, который очень хорошо и очень сильно верит в идеи. Идея Илона Маска, например, одна из основных, что человечество на самом деле обречено.
люди все меньше рожают детей, планета все больше загрязняется, и, соответственно, с этой планеты рано или поздно будет необходимо улететь, чтобы сохранить человечество. Именно для цели улетания с планеты в свое время было основано его космическое агентство SpaceX. Он говорил в одном из своих интервью, что однажды просто с друзьями они сидели, и он говорит: слушайте, ну вы знаете, вот, наверное, мы скоро на Марс полетим, давайте посмотрим, какие планы есть на это у нашего родного государства. Открыли сайт НАСА, слов про Марс там не было вообще. И, собственно, это было одной из причин, по которой он подумал, а почему бы нам не создать, собственно, какое-то космическое агентство, чтобы улететь к черту с Земли. Тесла тоже, на самом деле, была создана для того, чтобы как раз вот это угасание планеты из-за там выбросов каким-то образом погасить. Мы привыкли вообще в нашем постсоветском пространстве, в нашем русскоязычном пространстве относиться к бизнесменам как абсолютно лишенным какого-то морального компаса людям, к таким хапугам, таким вот, знаете, как вот, ну, то есть, как бы бизнесмен, деляга, ну так нечестный человек. А Илон Маск – это действительно визионер. И вот для него как бы его бизнесы и его деньги – это способ добиваться того, во что он верит. Ну, понимаете, он же, когда работает, ну, вот он живет в каком-то передвижном доме, спит на рабочем месте, отдается работе там по 18 часов в день, понимаете? То есть это не тот бизнесмен, который, значит, нахапал денег и уехал куда-нибудь на Майорку или на Флориду и там расслабился. Он горит этой идеей. Так вот, у него была одна мысль, что долговое рабство США, вот этот его непомерно растущий госдолг Соединенных Штатов Америки, это вредно и опасно для страны, потому что это со временем приведет к мощному экономическому кризису, что в свою очередь похоронит идею полета на Марс, на Луну и вообще похоронит и SpaceX, и вообще американскую экономику. И Дональд Трамп был с ним согласен. Дональд Трамп долгое время говорил, что повышение потолка госдолга нельзя допустить. Хватит бесконечно занимать деньги. Но Дональд Трамп – это не человек, который верит в идеи. Дональд Трамп – это политик. Причем политик, знаете, очень характерного для американского общества типа. Американское общество вообще в своем, как американист говорю, это буквально я вот плаваю в любимой теме. Оно вообще деревенское изначально. Оно возникло из вот этого объединения землевладельцев, которые жили там на своих, значит, земельных наделах, были вооружены, в Бога верили и так далее. Где они собирались? Собирались они на ярмарках. И на этих ярмарках проходили какие-то игры, там, метание коровьей лепешки и так далее. И проходили какие-то выступления. И, собственно, вот из типажа такого ярмарочного развлекателя, такого ярмарочного стендапера и родился образ американского политика вот такого, как Дональд Трамп. Он такой вот буфон. Он громко говорит. Он, значит, на сцене сияет. Его шевелюра рыжая освещает собой все политическое пространство. И вот, соответственно, идеи для него имеют второстепенное значение. И он раньше считал, что повышать потолок госдолга нельзя. А тут он говорит: слушайте, мне нужно снизить налоги. Если мы снизим налоги, это повысит его популярность, он об этом не говорит. Но снижение налогов – это было одним из его предвыборных обещаний. И он говорит: для того, чтобы снизить налоги, мне надо будет сейчас снова поднять потолок госдолга. И Илон Маск говорит, как бы, погоди, ты же говорил сам, что этого нельзя делать. И он буквально в Твиттере у себя репостил сообщение Дональда Трампа там 10-летней давности, где Дональд Трамп говорил: нет, никакого повышения потолка госдолга. А тут Трамп его решил повысить, потому что ему это было нужно. И Илон Маск, крыша у него поехала, буквально. Он начал... Понимаете, если бы это был такой четкий, спланированный спор, Илон Маск не переходил бы на личности так, как он переходил. Вот это его обвинение в том, что Дональд Трамп находится в списке Эпштейна, буквально в педофилии его обвинил, откатиться от такого назад практически невозможно. И именно скорость этого спора, его масштаб, его такой буквально очень личный, знаете, вот оскорбительный характер говорит нам о том, что это, конечно, буквально вспыльчивость двух очень ранимых людей с хрупким эго. Так что я не вижу здесь заговора. Ну, я в целом вообще не очень склонен верить в заговоры. Я всегда отдаю им должное, но здесь, анализируя признаки вот этого спора, мне кажется, что все-таки мы имеем дело не с этим. Но я думаю, что все-таки они относятся
отношения восстановят, они будут такими ровненькими, они не будут такими же дружескими, потому что после таких обвинений дружба может расстроиться на всю жизнь. Но у них есть общий враг. Общий враг – это демократическая партия, это элиты американского государства, это вот deep state, deep stateович, как у нас говорят. И если вы посмотрите интервью Илона Маска предвыборное, он искренне верит, верил тогда, я думаю, что и верит сейчас, что если демократы победят, это будут последние выборы в истории Соединенных Штатов Америки, потому что они напустят в страну миллионы нелегалов, эти нелегалы получат теми или иными способами право голосовать и всегда будут голосовать за демократов. Так что вот эта ненависть к элитам, к дипстейту, к Вашингтонскому болоту, их совместная столь высока, что их спор будет потушен, но осадочек останется. И спор действительно, мы видим, затухает, публичные обвинения прекратились, это все несколько затихает. Так что называется, если вы переживали за отношения этих двух гетеросексуальных мужчин, можете не переживать. Они восстановятся, и все у них будет нормально. Стерпится, слюбится, знаете. Да. Знаете, как-то тут возник еще один фактор американской политики. Это трап самолета Air Force. Причем оступился уже сам Трамп, оступился Рубио. Что-то с трапом не так. Но все же помнят, как смеялись над Байденом. Вообще тут очень интересный момент нам демонстрирует вот эта вся история. Тут дело не в том, что там кто-то говорит карма, кто-то говорит это украинские мальфары и колдуньи, вот специально, так сказать, наводят на него всякую нечисть. Но если кроме шуток, то у демократов последний бой. И вот эта вот мигрантская тема с американским Майданом, с мужиками, которые обматываются в советские флаги, жгут флаги американские, бьют в лицо полицейских, резиновые пули, пейнтбольные вот эти, скажем так, пистолеты-автоматы, стрельба с этими шариками, там всякий дым, камни, которые летят в машине федералов. Насколько сильны сейчас демократы? И действительно ли, если вот эту битву вот сейчас они проиграют, то, в принципе, все как и предсказывали раньше американисты, да, то есть демократы станут оппозицией на 2, а может и 3 срока, имеется в виду следующих президентских, и, соответственно, там Конгресс и так далее, и так далее. Американская демократическая партия находится сейчас в процессе, который в английском языке называется soul searching, буквально в поиске собственной души. Они до сих пор не очень понимают, почему они проиграли. Вернее, они понимают, но совокупность факторов настолько сложна и запутана, что разбираться в каждом отдельно, довольно непросто. Но очевидно, что как раз-таки симпатии к людям, которые жгут американские флаги, обматываются в флаги там, или Советского Союза, или Мексики, это не то, что им сейчас нужно. Недавно в США прошел съезд умеренных демократов, и как раз умеренные демократы сейчас чувствуют, что пришло их время, потому что демократическая партия качнулась слишком далеко влево, потому что слова о том, что важны вот эти вот местоимения, что каждый должен, значит, или называться он, она, оно, они, sie, zir, там вот это и так далее, это какая-то ерунда, что... Да, Пит Бутиджич, например, такой политик, гомосексуал, кстати, вот он, например, у себя из Твиттера убрал вообще, наконец, эти свои местоимения. То есть очевидно, что демократическая партия отходит от радикальной гендерной повестки, отходит от радикальной антиполицейской повестки. Мы не слышим больше лозунгов, которые звучали после смерти Джорджа Флойда, о том, что нужно упразднить полицию, заменить ее на службу экстренного психологического реагирования и так далее. И мы приходим к тому, что, в принципе, демократы понимают, чтобы вернуть себе некую власть и влияние, им нужно как бы вернуться немножко на позиции благоразумия. Потому что за все предыдущие годы именно люди сильно левых взглядов, леволиберальных взглядов взяли демократическую партию в заложники. И именно поэтому одна из причин, собственно, Камала Харрис проиграла выборы в 2024 году. Поэтому сейчас, я думаю, что у демократов сейчас ситуация плохая, от них откалываются люди, у них конфликт сейчас из-за Джо Байдена и его ментального здоровья. Вот недавно бывшая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вышла из демократической партии, написала книжку, вот скоро выйдет, о том, как скрывали распад личности
частности, буквально Джо Байдена. И сейчас у них нету повестки, которая их объединяет. И я думаю, что, может быть, вот в пучине вот этой мигрантской войны эта повестка и рождается. Повестка это не будет, знаете что, давайте пустим в США всех, кто вообще, кто влезет в эти Соединенные Штаты Америки. Но буквально некая повестка вокруг адекватности и уважения прав человека. То есть, ладно, высылайте людей, но делайте это хотя бы, что называется, с уважением, да, не пихайте их как собак или там свиней в эти вагоны, фургоны, самолеты и так далее, может сложиться. Но пока, в общем-то, Демократическая партия продолжает находиться в процессе вот этого поиска души. У нее сейчас нет повестки, нету яркого лидера, который мог бы объединить вот это левое крыло, которое у них осталось, и традиционное крыло. И я думаю, что пока мы находимся в ситуации, когда Дональд Трамп способен удержать под своим влиянием политическое лидерство в Соединенных Штатах Америки, но ему тоже необходимо на самом деле показывать какие-то успехи. Я думаю, что если он сейчас сможет продавить через Конгресс вот этот свой Big Beautiful Bill, большой красивый законопроект, против которого выступал Илон Маск, то, в принципе, мы увидим, что его власть все еще велика. Потому что если мы посмотрим на международные отношения, я думаю, мы с вами сегодня их еще коснемся, то, честно говоря, Дональду Трампу пока похвастать нечем. Ни российско-украинский конфликт, ни американо-иранский конфликт, ни страшная ситуация в секторе Газа пока не разрешены и не прекращены. И, в общем-то, от Дональда Трампа мы слышим громкие заявления, мы не видим от него четкой выверенной стратегии и не видим, чтобы он эту стратегию вообще формулировал и как-то ее придерживался. Потому что вот буквально по украинской теме звучали за прошедшую неделю совершенно противоречивые заявления от одних и тех же людей. Так что пока на фоне слабости демократов Дональд Трамп пальму первенства удерживает. Но если демократы мобилизуются, то у Дональда Трампа могут быть проблемы, и ничего хорошего для США в этом не будет, потому что опять будет вот этот раздрай, Белый дом за одной партией, Конгресс за другой партией, и, в общем-то, это то, что называется gridlock, то есть безвыходная ситуация, когда у вас шестеренки вот так вот друг на друга нашли, и дальше они не крутятся, и затор, и все такое. Да, ступор определенный. Если мы сейчас перейдем к российско-украинским вопросам и американско-украинским, что тоже очень интересно, судя по интервью ABC News Зеленского. Но я хочу вот зайти в эту тему немножко с другой стороны. Вы поймете почему. 2 дня, вчера-позавчера, по-моему, да, выходит Рябков. С одной стороны, он говорит о том, что... он говорит о ракетах средней дальности. Значит, все пресса там вокруг войны кружится вокруг там мощного ответа. Грамотные люди, ответа за стратегией имеется в виду. Грамотные люди говорят, что это не будет вот какой-то такой единомоментный ответ, а это будет растянутая история на протяжении недели, полутора, массированно, много. В принципе, так и есть. Более 500 шахедов летит, поддержка крылатыми ракетами, кинжалами, калибрами. Причем это в разное время суток. Понятно, украинская сторона, там просачиваются единичные моменты, которые скрыть очень сложно и нельзя, куда попали. Да? В принципе, никуда не попали, никто ничего не говорит. Российскую сторону атакуют точно так же. Да? Там аэропорт Саваслейку сейчас тиражируют со стороны Украины. Еще там 2 завода в Казани, или завод электроники. В общем, идет такая воздушная война. Эскалация, там, кажется, что на пределе, но в условиях войны все скрывают. Тут Рябков выходит и дает пас как раз-таки в американскую сторону, и в сторону Запада, что, мол, ракеты средней дальности, извините, мы в сторону, у нас будет по-своему теперь. Это действительно серьезный международный шаг, да, потому что это разрыв договоренностей, это абсолютно новое качество вот этого, порядка, да, безопасности, как говорится, да, на континенте, и, в принципе, это действительно серьезный такой международный акт Российской Федерации. Но это было позавчера, но вчера какая-то странная формулировка. Выходит Рябков и говорит, что мы будем требовать от американцев возобновления авиасообщения. Я, как журналист, понятное дело, ты бросаешься на глаголы. Требовать. И вот тут начинается очень интересная игра.
Складывается впечатление, это немногим дано, да, даже аналитикам, которые реагируют на сегодня. Но если взять дистанцию вообще вот этих отношений российско-американских, ну вот за последние месяцы хотя бы, не надо там далеко ходить, как тот же Рябков тряс ультиматумом, да, до широкомасштабного вторжения и говорит, забирайте манатки и так далее, да, туда даже не надо как бы переходить. Вот за последнее время. То есть мы видим, что от позиции такого, знаете, по шерсти, мягко стелющего Кремля, он переходит в какие-то укусы и атаки. Потому что открытие авиасообщения, это, опять-таки, нужно быть экспертом, нужно разбираться. Россия очень большая страна. Это раз. Во-вторых, прямое авиасообщение с Америкой – это доступ в том числе и к другим странам. Это легче логистика, это абсолютно другие деньги, это вопрос авиаторов, денежный вопрос, логистический и вопрос маршрутов. Американцам нужна Россия, как, вот такой, американским имеется в виду авиакомпаниям, нужна вот эта история. И похоже, что Россия начинает искать какие-то точки, ниточки, за которые можно американцев дернуть. Что думаете? Вы знаете, это на самом деле хорошее наблюдение. Я не соглашусь, с вашего позволения, с характеристикой, что Россия начинает как-то себя вести с американской администрацией, скажем так, агрессивно или наступательно. Россия формирует такую единую повестку. Россия никогда не рассматривала вопрос украинский как единственный вопрос, который определяет отношения между США и Российской Федерацией. Собственно, мы видим, что из администрации Дональда Трампа в последнее время звучат схожие понимания, что Россия – это та страна, с которой невозможно не иметь отношений, невозможно исключить ее из системы международных отношений, невозможно ее, грубо говоря, свести к приложению украинского вопроса и так далее. И Россия, собственно, говорит Соединенным Штатам Америки: дорогие американцы, давайте решать украинский вопрос. Вы понимаете, к чему все идет. Да? Я всех отсылаю буквально к уже апокрифическому заявлению господина Небензи, который вот буквально сказал, значит, у Украины есть вариант. Или соглашаться на мирное урегулирование в рамках российских требований или, соответственно, столкнуться с поражением на поле боя. Соответственно, российская сторона говорит американцам: у нас с вами еще есть много чего обсуждать. Есть как раз договор о ракетах средней и меньшей дальности. Тут действительно господин Рябков заявил, что, в общем-то, американцы сами нацелены на расширение ассортимента, на расширение номенклатуры ракет средней и меньшей дальности, которые они считают важной историей для противостояния Китаю. Да? Всегда нужно помнить, что для США сейчас главный приоритет – это Китай. Китай обладает довольно мощным ракетным вооружением. И, собственно, это ракетное вооружение почему так важно? Потому что Китай вокруг себя имеет довольно большое количество стран. Да? Вот Азиатско-Тихоокеанский регион. Соответственно, широкая номенклатура ракет позволяет в случае начала какого-то военного конфликта изолировать этот театр боевых действий, в том числе от американского флота. И, соответственно, американцы понимают, что Китай таким образом в своей сфере влияния, сфере вокруг себя, получает качественное военное преимущество. И противодействовать ему можно только имея собственные ракеты средней и меньшей дальности. Поэтому с Китаем разобрались. Россия американцам в этом случае говорит: понимаете, у нас с вами очень много тем для обсуждения. У нас есть стратегическое наступательное вооружение. У нас есть ракеты средней и меньшей дальности. У нас есть вопросы, например, вот того же самого авиасообщения. Вы действительно справедливо отметили, что авиасообщение – это тот вопрос, который выгоден американцам и выгоден Европейскому Союзу. Сейчас куда выгоднее из ЕС летать в Китай китайскими авиалиниями, потому что китайские самолеты могут пролетать через территорию России. И, соответственно, мало того, что гораздо быстрее прилетать между европейскими столицами и Пекином, но и дешевле это делать. Поэтому европейские авиакомпании, например, недовольны тем, что они не могут пролетать через воздушное пространство России. Американские компании тоже недовольны. И если я правильно помню формулировку
Рябкова, он говорил, что мы будем добиваться от США возобновления диалога по авиасообщению. Слово «требовать» я, честно говоря, не помню. И, в принципе, мы видим, что российская администрация что делает? Она, показывает Россию важным участником международных отношений, с которым необходимо иметь диалог. Это в Белом доме понимают. В том плане, что как бы не говорить с Россией, это просто глупо. Вы не можете ее куда-то под одеяло деть, да? Второе. Украина, с их точки зрения, изображается страной, которая не может выглядеть разумным, адекватным, справедливым участником международных отношений. Типа вот ядерную триаду атакуют. Типа что они вообще себе позволяют? Как бы что они тут, что они вообще... Кто они, кем они себя считают? Значит, с Россией нужно говорить. С Украиной говорить не очень полезно. И, соответственно, ради того, чтобы мир существовал без Третьей мировой войны, чтобы система международных отношений и по ракетам, и по ядерному оружию, и по нераспространению этого ядерного оружия работала, нужно, наконец, решить украинский вопрос и переходить к нормальному взаимодействию. Без решения украинского вопроса нормальное взаимодействие невозможно. Американцы хотели, знаете что, еще при Байдене, помню, они говорили, дорогая Россия, давайте поговорим по стратегическим наступательным вооружениям. А Россия всегда отвечала, да, мы, конечно, поговорим, но давайте украинский вопрос не забывать. Мы не можем как бы совсем, вы одной рукой хотите добиться нашего стратегического поражения, буквально там байденовские формулировки, а другой рукой хотите ограничить наши ядерные арсеналы. Нет уж, не получится. Поэтому сейчас Россия одной рукой показывает пользу сотрудничества с ней. Это и договоры, это и экономическое взаимодействие. И вспомним заявление Владимира Путина про редкоземельные металлы. Да, Путин говорил, что в России их много есть, и можно с американцами, собственно, их вместе разрабатывать. А другой стороной показывает, что как бы и пряник, редкоземельный пряник, который Россия демонстрирует США, и кнут. А кнут заключается в том, что вы сами пострадаете от отсутствия взаимодействия с нами. Мало того, что ваши украинские клиенты, скажем так, ставят мир под угрозу Третьей мировой войны, так и победить они не могут. Нету сценария, при котором они одержат победу. Так что давайте договариваться. Вы говорите, что вы не можете повлиять, хотя бы легко повлиять на Украину. Перестаньте ей поставлять военную помощь. И ответ господина Келлога, который тоже давал интервью ABC News, я думаю, мы к этому вернемся сегодня позже, демонстрирует, что США некоторым образом колеблются и, возможно, действительно рано или поздно вынуждены будут пойти на какие-то уступки России, но не потому, что от щедрот своих, а потому, что действительно сценария улучшения ситуации для Украины на поле боя сейчас не просматривается. Так а на что тогда рассчитывает Зеленский? Это же просто потрясающий момент. Там большое интервью, и там куча есть фрагментов, они все очень интересные, есть можно прицепиться, но если так к одному, ко второму посылу, да, то есть там и на слезу давит, и без слезы. В общем, на неделе ушедшей выходит Трамп и заявляет, что, слушайте, повод Украина дала сама, чтобы бомбить их к чертовой матери. Мы... Как в спорте, как в хоккее, когда они дерутся, надо дать судье возможность, пускай они подерутся, а потом мы будем их разнимать. И Зеленский отвечает, что мы не дети на площадке, Путин пришел на эту площадку нас убивать, и давай, скажем так, да, это все притворяется и препарируется такой историей, там, мужчины, который потерял семью, троих детей, это все так рассказано, театрально, с паузами, с расстановкой, со слезой, так сказать, да, и выход на то, что, короче, если взять и общую рамку подвести под этим интервью, то фактически Зеленский говорит, ребята, если мы проиграем, виноват Трамп. Как вам такое умозаключение? Да, абсолютно. Я довольно давно говорил, что для господина Зеленского очевидный выход сейчас из ситуации свалить все на США. США обещали сначала поддерживать, как говорил Байден, так долго, как потребуется. Потом он стал говорить так долго, как возможно. А сейчас вообще мы видим, что эта поддержка буквально висит на волоске. Обвинить во всем американцев, сказать, что они предали, они продали. И, соответственно, как-то красиво уйти с политической сцены. Смотрите, я думаю, что по итогам, значит, этой операции по атаке на российские стратегические ракетоносцы можно сказать, что мы увидели интересную на самом деле, скажем так,
Ну, можно сказать, что это такая сложная для Зеленского головоломка. С одной стороны, Владимиру Зеленскому необходимо демонстрировать свою приверженность к миру. Ему необходимо демонстрировать, изображать Украину как сторону, которая хочет немедленно положить конец конфликту и, соответственно, не может этого себе позволить из-за какой-то российской неадекватности, странности, страшности и так далее. Это нужно изобразить перед Дональдом Трампом. С другой стороны, перед собственным народом, перед Европейским Союзом нужно показать украинскую боевитость. Нужно показать, что Украина еще не сломлена, не побеждена, и ей нужно продолжить помогать. И поэтому мы видим, что вот эта вот так называемая операция «Паутина», о которой много СБУ выпускала хвалебных роликов за прошедшую неделю, мы видим, что она оказала буквально двоякое влияние. И, честно говоря, больших плюсов не прослеживается, кроме репутационных. Но, как мы говорили еще в прошлый раз, собственно, в условиях войны важны не репутационные достижения и красивые шаги, а буквально соотношение сил на поле боя. И сейчас мы видим, что эта операция дала возможность Дональду Трампу несколько изменить позицию. Если еще недавно, там 25, если не ошибаюсь, мая, он говорил, что Путин сошел с ума и что он себе вообще позволяет, то сейчас он говорит, что ну да, он ответит. Я сказал ему, что может не надо, а он сказал, что надо, ну и я как бы, в общем-то, промолчал, да, в ответ. Он привел эту аналогию с двумя детьми в парке. И Кит Келлог, кстати, тоже давал интервью ABC News, и он сказал, что вот вы знаете, когда в американском хоккее, да, вот хоккей на льду, два игрока начинают драться, снимают перчатки, бросаются в кулачный бой, рефери ждет, прежде чем один из них упадет на лед, и только потом вмешивается и разводит стороны, что называется, по своим, разводят эти стороны. И он говорит, видимо, так нам придется поступать. Мой номер телефона у вас есть. Когда вам понадобится наша помощь, звоните. При этом в этом же интервью он говорит, что раньше США говорили, что они уйдут от переговоров, а сейчас они уходят от ухода от переговоров. В любом случае, американская позиция не выглядит какой-то последовательной и, прости господи, консистентной. То есть они там то уходят, то не уходят. Сейчас они говорят, что, пожалуй, понаблюдают, как два этих хоккеиста друг другу морды бьют, а потом вмешаются. Но интересная ситуация, да, смотрите, в принципе, всем наблюдателям понятно, что если уж тем более американская помощь сократится, исход этого мордобоя, каким его изображает Дональд Трамп, в общем, плюс-минус понятен. Нет ли смысла как-то уже сейчас, понимая, к чему все это приведет, договориться? Видимо, пока нет. И мы видим, что Владимир Зеленский продолжает делать то, что он всегда делал. Он взывает к неким общечеловеческим ценностям, он взывает к эмоциям, он вспоминает историю этого отца, да, который лишился семьи, давит на Дональда Трампа и говорит, что кажется, Дональд Трамп не понимает нашей боли. Дональд Трамп ничьей боли не понимает, кроме своей собственной, и очевидно, что работать с ним нужно по-другому. Но у Владимира Зеленского, если посмотреть на ситуацию объективно, вообще не так много шагов для него возможных. То есть ситуация на фронте плачевная. С каждым днем она лучше не становится. Американская военная помощь висит на волоске. Помните, в этом интервью ABC News у Келлога спросили, но ведь американцы продолжат помогать Украине? И он такой... вы знаете, есть еще вот этот механизм поставок, и я не думаю, что он может быть как-то изменен. Он буквально задумался секунды на 4 прямо в эфире. И, очевидно, думает, как бы сказать, как бы из этой ситуации выйти. Потому что честный ответ – да, эта помощь может быть прекращена. С точки зрения Дональда Трампа, Украина должна вести себя максимально миролюбиво, не наносить ударов и вообще изображать себя мирной страной. В ответ на это она может надеяться на какое-то давление на Россию. Но если Украина продолжает налеты дронов, если Украина продолжает атаки против России, если Украина тем более позволяет себе те действия, которые с точки зрения Дональда Трампа и вообще с точки зрения логики выглядят эскалаторными, то есть повышающими градус этого противостояния, то она не является добросовестной стороной. Соответственно, она может ожидать снижения помощи и снижения поставок. Я думаю, какая тактика Зеленского сейчас? Тактика Зеленского состоит в попытке втянуть
ЕС и США в прямое военное противостояние с Россией. Для этого, соответственно, украинская сторона наносит болезненные с точки зрения репутации удары по российским, что называется, уязвимым целям. И мы действительно видим, как значительная часть российского общества, если мы почитаем там Телеграм, говорит: да все, Киев нужно уничтожить, все орешники немедленно запустить, стереть его с лица земли. Соответственно, мы понимаем, что если это произойдет, то Владимир Зеленский покажет эти кадры Дональду Трампу и скажет ему: смотрите, русские не умеют вообще в дипломатию. Надо срочно, значит, против них воевать. Но Россия на это не ведется. Извините, а Дональд Трамп, на самом деле, человек очень подверженный личным эмоциям. Давайте вспомним классическую историю времен войны в Сирии. Если мы верим нескольким источникам, есть основания им верить, Дональд Трамп отдал приказ по нанесению ударов по силам Башара Асада, когда Иванка Трамп показала ему кадры детей в Сирии, которые, значит, гибнут от атак. И Дональд Трамп был этим действительно впечатлен, и он отдал приказ о помощи антиасадовским силам. Очевидно, здесь есть вот эта вот тактика на то, чтобы вовлечь Дональда Трампа в это противостояние, но, честно говоря, Дональд Трамп не будет в это противостояние вовлекаться. Американские войска не будут воевать за Украину. Американские контингенты не будут введены на территорию Украины. И поэтому у Зеленского не так много шагов. Но вот эта тактика попытаться вовлечь ЕС и США в прямую войну с Россией, несколько эту историю подвинуть на них и, собственно, сказать, что я сделал все, что мог. Так что я думаю, что эта тактика продолжается. Она не очень эффективна, но другой тактики сейчас у Владимира Зеленского нету, потому что на фронте ситуация плачевная. Внутри сохраняется управляемость Украины, но мы видим, как то один украинский политик, то другой начинает заявлять о претензиях на власть, об авторитаризме. Мы видим, что растут репрессии внутри Украины. Мне не нужно вам объяснять, что такое санкционный список Зеленского и насколько этот правовой статус куда, например, жестче, чем российский иноагентский статус, насколько это обрубает всякую экономическую связь. Но выходов у него не очень много. Или втянуть США и ЕС в войну, или, соответственно, свалить на них вину, обвинить о том, что они виноваты в этом поражении, они не дали заключить Стамбул в 2022 году, они виноваты в том, что сейчас все происходит, и попытаться себя изобразить борцом, который пал в неравной схватке с российским империализмом. Тут всегда нужно помнить, что есть несколько целей. Это и добиться военной победы, и свою личную власть, свое личное имя как-то для истории обелить. И политик часто заинтересован в том, чтобы обе эти цели, что называется, совместить. Просто, понимаете, тут очень интересные, всегда же важны нюансы в этом интервью. Зеленский мало того, что фактически обвиняет Трампа, не чувствует боли, Трамп там не помогает, он же рассказывает интереснейшую историю. Мы с Байденом тогда договорились 20 тысяч ракет. Это какие-то недорогие ракеты, предназначенные, чтобы сбивать шахеды. Шахедов, которых становится больше, больше и больше. Шахеды, герани, в общем. И вот эти 20 тысяч ракет. Мне звонит Умеров, министр обороны, который возглавляет переговорную группу в Стамбуле. Мы сейчас к этому вернемся. По поводу Стамбула, и вот этих всех, скажем так, интереснейших манипуляций. И звонит и говорит: вот эти 20 тысяч ракет он отправляет на Ближний Восток. То есть, что это, как не прямое обвинение Трампа лично в том, что, собственно, украинское небо все в шахедах и воздушные атаки нечем отбивать. Да, Владимир Зеленский работает отчасти, мне кажется, на то, чтобы оппозиция Дональду Трампу даже внутри его партии, вот эти 82 сенатора, которые готовы уже якобы голосовать за проект Линдси Грэма, как-то на него надавили, чтобы на Дональда Трампа надавили его сенаторы, чтобы на Дональда Трампа надавили его избиратели, чтобы на Дональда Трампа надавил хоть кто угодно, чтобы он втянулся и сделал эту войну не войной Байдена, какой называет ее Дональд Трамп, а войной Дональда Трампа. Но мы видим, что сейчас я бы
не ставил сейчас против Дональда Трампа. Каким бы он ни был сейчас неуспешным в деле достижения внешнеполитических целей США, он сохраняет довольно жесткий контроль над республиканской партией. Оппозиция внутри партии ему сейчас не прослеживается. И Линдси Грэму сказали, собственно, не особо возникает со своим законопроектом. Он и не особо и возникает. Сейчас ни один республиканский сенатор и конгрессмен не может позволить себе выступить против Дональда Трампа. Если мы посмотрим опросы среди республиканцев, ой, дай бог памяти, 76% в конфликте Трампа и Маска поддержало Трампа, и 6% поддержали Илона Маска. Так что Дональд Трамп сохраняет свою корону внутри партии. Работать против него сейчас не особо перспективно. Но, опять же, шаги Владимира Зеленского во многом продиктованы тем, что у него буквально других выходов-то и нету. И ему нужно, во-первых, для американского общества изобразить себя невинной жертвой, которая только мира хочет, а самолеты она атакует и поезда с мирными жителями, ну, просто потому, что так вышло. Об этом, собственно, и не говорится. И вообще в американском обществе мало кто знает, что буквально мирные жители погибли в результате этих атак против российской даже дорожной инфраструктуры и против российских поездов. Буквально подорвали мирных жителей, а об этом, что называется, молчок. Вот. Плюс еще здесь, знаете, картина какая складывается. Помните, на этой неделе была мощная атака российская, и украинская сторона сообщила, что было запущено в общей сложности более 500 воздушных целей, включая беспилотники и баллистические ракеты. И погибло, по официальным данным, то ли 2, то ли 3 мирных жителя. По-моему, ничего лучше не рушит нарратив о намеренных атаках против мирных жителей, как такие официальные сообщения. Хорошо, предположим, вы там сбили половину. Предположим, вы 400 целей сбили из 500, хотя это, конечно, не так. Но все равно очевидно, что это не может быть названо целенаправленной атакой против мирных жителей. Так что Зеленский продолжает давить на жалость, продолжает давить на необходимость поддержки Украины одной рукой, а другой рукой продолжает собирать у Евросоюза военную помощь, показывая, что Украина еще, что называется, на что-то способна, демонстрируя вот эту операцию «Паутина», которая не привела к изменению ситуации на фронте, не привела к снижению военных возможностей России, но при этом привела к тому, что Дональд Трамп из поддержки, вернее, из противника Владимира Путина стал буквально человеком, который Путина понимает. Он сказал, что да, во-первых, он будет атаковать, потому что, значит, он теперь имеет необходимость для ответа. Заявил об этих сражающихся, дерущихся мальчишках и сказал, что да, дал причину для того, чтобы его страну разбомбили к чертовой матери. Ну вот давайте, что называется, список составим, что получилось, а какие негативные эффекты получились. И объективно проанализируем эффективность вот этой вот самой операции, отбросив пиар-историю, которая, конечно, важна, но не определяющая. Сейчас перейдем к Стамбулу, к, скажем так, перспективам этого трека. Но здесь очень показательный момент, именно как у американиста я хотел бы короткий комментарий, потому что я считаю, это важный аспект. Друзья, кстати, подпишитесь на телеграм-канал Алексея. «Внешпол» называется. Ссылка в описании. Переходите, интересуйтесь. Спасибо. Алексей Наумов, .внешпол. Спасибо большое Алексей, за упоминание. Очень ценю. Всех рад видеть. Да, пожалуйста, переходите, интересуйтесь. Смотрите, очень интересный произошел диалог. Конгрессвумен, кажется, да, Грини и Романа, мистера Романа. Значит, цитата. В 2014 году USAID потратила миллиарды долларов на критику правительства Януковича, спонсировала НКО и СМИ в Украине, чтобы склонить население к мысли о сближении с Западом. Мы также знаем, что USAID контролировала каждые 9 из 10 СМИ в Украине. Мистер Роман, американские налогоплательщики должны финансировать пропаганду? Ответ. Если это проамериканская пропаганда, да. Если это вредный для нас антиамериканский режим, мы не должны этого делать. Ну, слушайте. Вообще, конечно, очень замечательно все это выглядит. Но прошло там 10 лет, 11 лет, да, то есть там 12 лет. И сейчас, конечно, очень легко рассуждать, да, что никто не понимал или наоборот понимал. Но по сути Украину
лишили будущего и ввергли в эту войну, запустили проект «Антироссия». И американцы, делая круглые наивные глаза сейчас, да, по поводу этих разбирательств, которые продолжаются по поводу финансирования, выглядят, из рук вон плохо. Как вы думаете, все-таки есть, и вот на фоне, да, вот этого желания того же Зеленского свалить вину за неудачи или за проигрыш, или за вообще поражение в войне на американцев, вот этот рычаг USAID, да, он как бы сработает, вот что-то мы узнаем еще. Многие же говорят о каких-то компроматах, средствах, суммах на таком длинном стратегическом американском планировании. Потому что если разобраться, и вот так вот положа руку на сердце, спасибо американцы за то, что пережила страна за эти 11-12 лет. Вы знаете, спасибо вам за этот вопрос. Я буду максимально откровенен в этом ответе. Я всегда откровенен, но это довольно важная и больная тема. Я скажу вот что. Очень легко все валить на USAID, очень легко все валить на печеньки Нуланд, но, знаете, я даже в разговорах с российскими экспертами, с российскими публичными лицами всегда говорил, безусловно, американцы влияют и имеют огромное влияние, но не нужно недооценивать самостоятельность Украины в этом вопросе. Не Виктория Нуланд ходила по площадям и скандировала знаменитый лозунг про Геляку. Не Виктория Нуланд говорила, что кто не скачет, тот москаль. Понимаете, в России на самом деле на заре второго Майдана была довольно большая симпатия к людям, которые вышли, что называется, протестовать против коррупции, против расхищения бюджетных средств и так далее. Но когда это все превратилось в мощную антирусскую, даже не сколько антироссийскую акцию, тут-то все, что называется, и прозрели. И не нужно снимать ответственность с тех украинских политиков, с тех украинских граждан, которые все это искренне поддержали. Дело в том, что американское влияние пролилось на очень плодотворную, на очень благодатную почву. Была значительная часть украинского общества, которая все это поддержала, которая все это проводила, которая все это поддерживала, и она воспользовалась вот этой американской помощью. Это был симбиоз, это была симфония украинских антирусских активистов, да, таких радикально-националистических, и американского внешнеполитического влияния. Потом, когда стало понятно, что к чему это ведет, американцы, видите, они умывают руки. Они говорят, что вообще мы теперь медиаторы, нам теперь с Россией важно говорить, потому что все-таки стратегическая стабильность, ядерный паритет, ядерное нераспространение. А те люди, которые с большим удовольствием все это поддерживали, те люди, которые ходили на площади и кричали, что мы теперь хотим в ЕС, а русские попробуйте на нас нападите, и хочется спросить, а вот вы довольны этим результатом? Это то, чего вы хотели? Это то, ради чего вы выходили на площадь? С 2008 года можно почитать газету «Коммерсант», в которой я имел честь когда-то работать. Господин Колесников писал, что Владимир Путин сказал Джорджу Бушу-младшему, что если вы будете тянуть Украину в НАТО, я не позволю этого сделать. Он раз за разом повторял эти фразы. Он говорил это каждый год. И всегда над ним смеялись. Говорили, да что там, да кто ты такой, да чего вы там сделаете? И что? И это то, ради чего стоило выходить. Вы не понимали вообще, в какой геополитической ситуации вы находитесь? Вы думаете, что если Мексика попытается войти в Организацию договора коллективной безопасности, будет что-то иное со стороны США? Так что... Мне, как, конечно, гражданину России, не мне советовать украинским гражданам, но мне кажется, большая доля рефлексии, большая доля анализа, а что же пошло не так, а, возможно, мы сделали что-то не так, как должно быть, она еще будет, когда все это закончится. И я бы ключевой точкой выделял конец 2019 года. Были прекрасные отношения, была личная же встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. А потом господин Богдан
вспоминал в своих мемуарах, как мы Путина вокруг пальца-то обвели, как мы его обманули, как мы с минскими договоренностями его вот так вот повертели. Ну, как бы хочется спросить, довольны вы результатом вертения? В общем, я думаю, что всегда необходимо задавать вопрос, а какая лично моя в этом роль? Очень легко все сваливать на кукловодов, на Сороса, на гомосеков, там, на кого угодно, кого вы там не любите, на гетеросеков хотите сваливайте. Но, короче, большая проблема здесь в том, что надо подумать о своих собственных действиях. И все это началось из-за замечательной симфонии. Не то, что США сделали из Украины антироссию, а внутри Украины были огромная сила политическая, которая хотела стать антироссией, хотела стать витриной НАТО, хотела стать витриной всего вот этого антироссийского. Сама добровольно, понимая, видя все эти заявления российского президента, звучавшие на русском языке буквально каждый год, одни и те же. Но вот не верили? Зря не верили. В общем, я думаю, что, безусловно, USAID сыграл свою роль, американское государство сыграло свою роль, но это все пролилось на буквально подготовленную для этого почву. Симфония антирусского украинского национализма и американского вот этого внешнеполитического империализма дала свои плоды. Когда Украина, состоящая из совершенно разных регионов, и, повторюсь, закарпатских венгров, и румын Одесской области, и русских Донбасса, балансировала между двумя центрами силы, она хорошо жила. То прозападный президент, то условно пророссийский президент. Но как только у вас получается государственный переворот и усиленное затыкание одной части общества и создание угрозы сверхдержаве, которая находится рядом, получается, что получается. И никому лучше от этого не стало. И никто счастливее от этого не стал. В общем, вот так вот. Извините, эмоциональный ответ, но ситуация действительно... Я не могу как бы здесь безэмоционально к ней относиться. Это то, чего можно было избежать, и не превращая Украину в антироссию, и не становясь антироссией добровольно. В общем, имеем, что имеем. Тоже известное выражение. Быть украинцами, Алексей. Быть украинцами. Да, вот, да, думать о себе. О себе, да, о себе. Есть... Это же так логично. Но нет. Это, кстати, очень серьезная такая... Это можно прям целую программу отдельно посвящать. Одну фразу скажу, извините, да? Вот когда часто смотрим видео с фронтов, видим даже видео украинских военнослужащих, и часто слышим русскую речь. И когда вот эти военнослужащие ВСУ вернутся домой, а их будут называть москворотами, требовать от них перейти на державную мову, вот что тогда будет? Да? Это большой вопрос, который еще ожидает своего решения. Вот то тоже... Об этом стоит подумать. Так уже сейчас так есть. Есть же там комиссованные, есть те, которые, скажем так, по состоянию здоровья, есть те, которые там... Кому-то сложно, кому-то легко, там, в зависимости, не хочу в эту тему вдаваться, имеется в виду демобилизоваться, да, но есть там некоторые случаи демобилизации по разным причинам, и вот они попадают в эти среды, понятное дело, это все накладывается на ПТСР, это все накладывается на какие-то вещи, ну, когда... на анти-ЛГБТ-митинге в Киеве крутят парня без руки, а он протезом бьет полицейского в морду, да, то есть это же тоже о чем-то говорит. А ЛГБТ собирает на русорез, то есть акцию они проводят возле Министерства, иностранных дел, собирают на русорез Стерненко. А тут этот с фронта дерется с полицейскими, его задерживают. Да? Ну, в общем, это просто... Без комментариев буквально. Но... Это кавардак. Здесь нужно, понимаете, здесь нужно приходить вот так вот, брать вот это все, расчищать и делать нормальный порядок, короче, наводить. Стамбул умер или нет? Потому что еще одна очень болезненная тема, я очень много времени посвятил, даже там не то, что меня критиковали, а так говорит, ну что ты так, это, можно же там как-то... А я вот прям раскладывал это там, во вчерашнем прямом эфире своем в шуме. Ситуация с телами. Похоронят Стамбул как... Ну, давайте как механизм, как процесс, как площадку, как что-то, что чисто гипотетически, теоретически может к чему-то прийти. Ведь давайте посмотрим. Россияне, российская сторона, говорит, мы договорились в Стамбуле. Мы обещали, вот мы делаем. И поехали рефрижераторы, поехали вот эти поезда, ну, вагоны имеется в виду состав, 6 тысяч тел. Украинская сторона.
Сообщение в телемарафоне просто разрывает, что договорились обмениваться, а потом репатриацию тел. В общем, русские обманули. Ну вот, понятно, да? Буданов выходит, делает максимально нейтральное сообщение, ну, в стиле, понятно, линии партии о том, что на следующей неделе поменяем, механизма одностороннего у нас нет, нужно там верифицировать. Короче, то есть, ну, в общем, верифицировать и, в общем, все будет, но вот не так, в общем, надо все согласовывать. Так, а россияне, говорят, согласовали. То есть получается, что опять раскручивается провластными разными спикерами, экспертами и каналами о том, что тут Троица святая праздник, да, а русские как бы танцуют на костях, используют тела в качестве своего пиара и политического давления на украинскую сторону. Украинцы говорят, мы так не договаривались, сначала живые, потом мертвые. И, в общем, происходит действительно, вот если глобально посмотреть, убийство Стамбула. Убийство. Первая встреча второго Стамбула, да, все четко, как бы слово в слово. Мединский, Умеров. Все, обо всем договорились, прошли обмены. Да. Второй Стамбул уже нашла коса на камень. Какие перспективы у этого трека? Вы знаете, я скажу так. Стамбул умер, но дело его живет. И, безусловно, мы уже увидели, что сформировались переговорные группы, которые останутся, скорее всего, такими же даже тогда, когда эти переговоры будут наполнены реальным смыслом. Действительно, ситуация с телами показывает, что вообще обмены телами и обмены военнопленными в практике считаются довольно эффективными и недорогими с точки зрения организации мерами между двумя воюющими сторонами. Все хотят получить своих пленных, все хотят получить своих погибших. Да? Ситуация, которая сложилась в минувшие выходные, действительно показывает, что даже здесь у нас есть сложности. Я, конечно, не понимаю, да, хорошо, но, предположим, значит, российская сторона делает что-то не по графику, но вам буквально привезли ваших погибших защитников, да, там 6 тысяч человек, ну что мешает оперативно собраться и их забрать? Самое благородное, что можно сделать, это забрать своих погибших, передать их близким, для которых это очень важный эмоциональный момент. Даже с точки зрения психологии статус пропавшего без вести военнослужащего может давить всю жизнь на человека. И после Великой Отечественной войны женщины десятилетиями ждали своих мужей и умирали, так и не дождавшись, не получив вот этого закрытия. И когда у вас есть возможность забрать тела ваших собственных военнослужащих, которые погибли при исполнении служебного долга, да, как вы то есть как бы нету к ним претензий с вашей стороны. Ну, заберите их. Но тут мы видим, что и здесь, да, возникают сложности. Я думаю, что стамбульский формат будет наполнен смыслом, когда для этого сложатся условия на поле боя. Очевидно, что сейчас российская летняя кампания, о которой так долго твердили медиа, началась, и, очевидно, она ставит своей целью... Вообще, какая цель войны всегда? Навязать свои политические требования. Соответственно, целью войны не является захват конкретных территорий, не является контроль территорий, не является там убийство какого-то количества вражеских военнослужащих. Вам нужно, чтобы страна, с которой вы находитесь в процессе боевых действий, приняла ваши политические требования. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы эта страна осознала осознала бесперспективность дальнейшего вооруженного сопротивления, чтобы она поняла, что дальнейшее вооруженное сопротивление ведет только к ухудшению позиций. Соответственно, целью этой летней кампании будет убедить украинское общество во многом, которое... Я читал комментарии, кстати, к прошлой нашей беседе. Большое всем спасибо за хорошие слова, большое спасибо за плохие слова, но, возможно, стану лучше. Там прозвучала критика в мой адрес, что я заявил о том, что украинское общество в большей своей части хочет продолжения боевых действий. Я понимаю, что сложность социологических опросов и всякого рода опросов общественного мнения в воюющем государстве, в государстве, где, ну, скажем так, гайки закручены довольно сильно, но, тем не менее, мы не видим в украинском обществе большого какого-то военного движения, которое требовало бы прекратить боевые действия не потому, что там Россия права, а потому, что это бессмысленно, что дальнейшие боевые действия ведут к ухудшению ситуации. Соответственно, целью российской летней кампании будет убедить украинское общество, что
сопротивление дальнейшее ведет к ухудшению ситуации. Это очевидно практически всем внешним наблюдателям, но понятно, в обществе, которое, отравлено телемарафоном, часто не имеет доступа к объективным источникам информации, это пока не доходит. И скучной статистикой и одновременно трагедией войны является то, что для донесения вот этого довольно простого смысла, простого сообщения, или если там по-современному говорить месседжа, прости господи, погибнут люди. Погибнут люди для этого, да. Понимаете, здесь просто такая еще история очень важная. 6 тысяч – это много. 6 тысяч – это много. Плюс это абсолютно разбивает всю вот эту пропагандистскую цифру 46 тысяч потерь, которую говорил Зеленский. Сначала 32, потом 46. Да и соотношение даже. Посмотрите, сколько передает российская сторона, сколько передает украинская. К вопросу о соотношении потерь, да, извините. Плюс ситуация вокруг Сум, когда выходит губернатор, это военно-гражданская администрация, руководитель области. Да, подумайте об эвакуации, да? Ага. И говорит, смотрите, эвакуировать Сумы пока не надо. Мы там 200 с чем-то пунктов эвакуировали, села, которые, приближается к ним линия фронта. То есть, чуть ли не жарьте шашлыки, понимаете? Все под контролем, все хорошо. То есть, и понятное дело, что мы понимаем, ситуация в Сумах, она очень острая. Она очень острая именно потому, что вот если уже строить вот эти прогнозы и продолжать вот эту тему, то территория может быть как средство достижения вот этого. Просто проблема в том, что у нас называют это капитуляцией, понимаете? То есть капитуляцией. Любые уступки, даже по тому же Стамбулу, который там полуживой, полумертвый, судя по последним событиям, это же типа Стамбул, капитуляция, Зеленский не может пойти на капитуляцию, его сразу вынесут, что-то произойдет. То есть ситуация неразрешима без вот этого слова. Да. Ситуация неразрешима. И смотрите, давайте анализировать безэмоционально и вот буквально как какую-то систему, которая перед нами есть. Смотрите, у нас есть напряжение на фронте, которое растет. Политическое руководство не может позволить себе по разным причинам пойти на уступки, потому что там оно будет свергнуто, народ этого не поймет, люди выйдут на Майдан, ветераны выйдут на Майдан. Соответственно, у вас есть, вот закрытая бутылка, да, крышка этого бутылка – это руководство, а давление внутри бутылки создается на фронте. И оно растет, а крышка не двигается, потому что внутри политические причины этого сделать не позволяют. Соответственно, рано или поздно происходит взрыв этой бутылки, и если мы говорим в терминах политических, то это или может быть некого рода переворот, под лозунгом сколько можно вести эту проигранную войну, чем дальше, тем хуже. Если мы еще будем ее вести, мы потеряем всю Украину, мы потеряем суверенитет, мы потеряем все, что у нас есть. Это может быть как переворот людей, которые знают реальную ситуацию на фронте, то есть буквально военный переворот. Это может быть переворот гражданского общества. Вот посмотрим, знаете, очень часто... Особенно в начале звучали обвинения, что в России, путинские орки и путинские рабы, которые не могут, выйти на площадь. А сейчас, мы видим, что людей пихают в эти автобусы, увозят на фронт с минимумом подготовки, ведут проигранную войну, и все молчат, никто ничего не делает. Вот к вопросу о том, как ведет себя общество, и не нужно никогда таких характеристик раздавать, потому что они на самом деле никогда действительность не отражают. Так что мы или придем к перевороту, можем прийти, да, это один из сценариев, потому что мы тут не пифия. Или переворот людей, которые знают реальную ситуацию на фронте, или то общество, которое понимает, что гибнет буквально будущее Украины. Молодые мужчины, женщины уехали. Сколько миллионов женщин уехало в ЕС, не вернутся они никогда, потому что никто не хочет жить на бывшем поле боя. И буквально ради сохранения страны надо пойти на уступки. И если вы считаете, что каждая уступка – это капитуляция, тогда продолжайте. Является ли ситуация улучшающаяся с каждым днем для Украины? Для меня ответ очевиден. Для украинского общества, посмотрим. Алексей Наумов был моим собеседником сегодня. Я благодарю вас за время и мысли. Спасибо вам большое. Друзья, Дай Бог нам хорошей недели, да. Да, друзья, благодарю за то, что посмотрели это видео. Действительно, неделя обещает быть насыщенной на события, потому что
ну, опять-таки, атаки, военная компонента, плюс, конечно же, какие-то акции, военно-политические, нарастающее напряжение между Украиной и Америкой, на фронте напряжение. В общем, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.